Привет всем, с вами слегка постаревший Руслан Ивиев, а у нас позади очередная решающая неделя. На самом деле сейчас опять все скатывается в рутинную часть войны, как бы это странно ни звучало. Сейчас все расскажу. Текущую ситуацию с Добропольским прорывом я бы описал следующим образом. Она еще не решена полностью, но развивается с позитивными тенденциями для ВСУ. А именно, смогли зачистить районы сел Петровка, Рубежная, Золотой Колодезь и Веселый, причем с применением бронетехники. И опять-таки, показательный момент. Российские проникновения, они же прорывы, или как их называют, сырские инфильтрации, осуществляются целиком силами пехоты, под прикрытием беспилотников. Поэтому, когда проскользнувшие мимо украинских позиций российские штурмовики сталкиваются с украинскими танками, они толком ничего поделать не могут. Им приходится рассчитывать только на то, что их спасут российские дроноводы. Но это не всегда возможно. С другой стороны, и украинской стороне при зачистке населенных пунктов бронетехникой приходится равнять их с землей, подчастую уничтожая жилые дома. Это не какая-то украинская или российская тактика, это особенность нынешней войны, которая проявляется уже не первый год. Я это много раз подчеркивал и в прошлом году. Правда, на примере авиабомб, которыми бьют по домам при фронтовых населенных пунктах. Кадры подобной зачистки мы видели в селе Веселое, а также аналогичные примеры мы встретили на этой неделе в районе сел Заречное на Лиманском направлении и города Купинска в Харьковской области. Еще на Добропольском участке прорыва российских войск ВСУ удалось освободить село Никаноровка, которое, кстати, еще год назад переименовали в Заповедное, но на всех картах по-прежнему показывают старое название – Никаноровка. И вот это немного отбросило российские войска от движения в сторону города Белицкое, который, как и Родинское, как и Доброполье, является важным логистическим пунктом на маршруте снабжения украинских сил в Покровске. Рано говорить, что прорыв ликвидирован. И уж тем более неверно будет говорить, что российские войска были там разгромлены или уничтожены. Все еще остается выступ в сторону села Новое Шахово, которое пытается расширить атакуя по направлению село Владимировка. Плюс не до конца ясна судьба района села Кучеров-Яр. Некоторые пишут, что он полностью зачищен. Другие призывают повременить с выводами. Исследователь, действующий в Твиттере и Телеграме под никнеймом Playfra, пишет, что бронетехника применялась украинскими войсками только в северной части Добропольского прорыва. А вот дальше уже идут пехотные бои, поскольку ни одна из сторон не может потянуть бронетехнику из-за угрозы беспилотников. Поэтому и скорость зачистки прорыва резко упала. И поскольку направление на Золотой Колодезь уже не является слабым местом в обороне ВСУ, то фокус внимания российских войск на этом направлении снова сместился в сторону Родинского. Самым активным участком фронта на этой неделе был, пожалуй, юг Донецкой области. Причем он был активен, скажем так, в обе стороны. Если говорить о российских успехах, то расширилась серая зона, то есть чуть-чуть отодвинулась линия фронта на полосе между селами Дачная и Филия Днепропетровской области. Также продвинулись в районе села Малиевка, той же Днепропетровской области. Есть успехи у российских войск и на границе с Запорожской областью, в районе сел Темировка и Ольговская. Что касается успехов украинской стороны, то после зачистки села Андреевка-Клевцово, которое некоторые называют по старому названию Искра, ВСУ зашли в села Толстой и Зеленый Гай. И вот когда российские штурмовики демонстрировали свой флаг в Андреевке-Клевцово, многие призывали не торопиться с выводами и относить село к серой зоне, а не зоне контроля российских сил. По аналогии тогда сейчас и Толстой вместе с Зеленым Гаем тоже надо отнести к серой зоне. Развивается опасная ситуация на Лиманском направлении и в Серебрянском лесничестве. С Лиманского направления я уже отметил чуть ранее кадры боев в Заречном, где украинский танк выбивает российскую пехоту. А в соседнем Серебрянском лесничестве российские подразделения довольно быстро продвигаются, выходя к берегу реки Северский Донец. Скорее всего, причина в том, что воюющие на этих направлениях украинские бригады давно измотаны и не получили нормального пополнения. В принципе, в конце года я вполне ожидал бы боев за Ямполь и Лиман, которые важны для следующего наступления на Славянск и Краматорск. Говоря про фронты, важно отметить некоторые вопросы вооружений. Ряд украинских изданий со ссылкой на украинскую военную разведку сообщили, что Северная Корея передала России установки реактивных систем залпового огня калибром 600 мм. Такие установки стреляют на расстояние до 380 км. Но важно то, что их передали всего 2 штуки. Поэтому, если эта информация верна, то речь идет, скорее всего, пока что об обучении некоторых российских военных. После чего будут испытания, и только потом решат, закупать ли их массово. КНДР остается одним из главных поставщиков вооружений для России. Они уже поставляют другие системы РСЗО, а именно установки М1991 калибра 240 мм. Мы уже неоднократно видели их применение на передовой.
Также Россия получает самоходки «Коксан», легкие мобильные РСЗО Type-75, артиллерийские боеприпасы различных калибров и минометные мины. На днях была еще статья Wall Street Journal, в которой говорилось, что высокопоставленные северокорейские командиры, участвовавшие в войне России против Украины, вернулись на родину. И якобы это может свидетельствовать о желании Кремля вести переговоры по Украине. Честно говоря, не понимаю, как они пришли к такому выводу. Я не вижу ничего неожиданного в том, что северокорейские командиры вернулись домой, учитывая, что на текущий момент КНДР завершили свое участие в войне на земле. Другая важная новость, касающаяся вооружений, которую все обсуждали, это новая украинская крылатая ракета «Фламинго», она же ФП-5. Ее открыто представили на этой неделе и показали даже кадры экспериментальных запусков. И вот заявляется, что ракета сможет летать на дальность до 3000 километров. Это больше, чем даже у томагавков, про которые не так давно фантазировали. Масса боевой части больше тонны, что опять-таки сильно больше томагавков, если только забыть про их ядерный вариант. Получается очень грозное оружие. Насколько сложно такое оружие перехватить, защититься от него? Сложно сказать без практики применения, но отмечу, что это не баллистическая ракета, которая летает на очень высоких скоростях. Заявленная скорость полета «Фламинго» меньше 1000 км в час. С одной стороны, это значит, что ее проще перехватить. К тому же просто посмотрите на кадры с этой ракетой. Она гигантская, как не знаю что. С другой стороны, мы не раз видели, как объекты на территории России атаковали с помощью полноценных небольших самолетов «Летучая лисица», переделанных в беспилотники. Главный вопрос, конечно, в объеме производства. Пишут, что уже сейчас есть возможность производить «Фламинго» по одной штуке в день, то есть около 30 в месяц. А к октябрю-декабрю нарастят производство до 7 штук в день, то есть порядка 200 в месяц. Конечно, если это не останется маркетинговыми цифрами, а реально будет такое производство, то это будет весьма значимый фактор, значимая угроза для российской армии. Есть информация, что так открыто эту новую ракету презентовали специально, чтобы попиарить ее и для украинского государства, чтобы украинские чиновники увидели новую перспективную разработку и профинансировали закупки. А этот фактор как раз может влиять на степень маркетингового булшита, насколько производитель вешает лапшу на уши в своих презентациях. На той же презентации ракет засветились и беспилотники ФП-1, которые производятся той же компанией. В более чем половине дальнобойных атак по России сейчас применяется именно эта модель. В репортаже издания Associated Press говорится, что их производят по 100 штук в день. Масса боевой части у них 60 килограмм, что сопоставимо с некоторыми модификациями шахедов. И вот все это дает довольно большие возможности Украине для воздушных атак. А что касается российских атак, то все вернулось на июльские темпы. То есть мы опять видим, что почти в каждой атаке запускаются сотни беспилотников, а также десятки таких ракет, как Х-101, «Кинжалы», «Искандеры», «Калибры» и другие ракеты. Вот в четверг, например, было запущено почти 600 беспилотников. То есть, когда предстоит встреча с Трампом, когда есть необходимость показать, что ты весь себя такой договороспособный и желающий окончания войны, вот тогда дается приказ резко сократить масштаб воздушных ударов. А как только встреча заканчивается, так сразу снова дается отмашка возобновить атаки в прежнем объеме. И особенно я отмечу атаку на Харьков в понедельник. Там по одному жилому дому применили аж 5 шахедов. Я такого не припомню за все время войны. Мы геолокировали этот дом, и, как часто бывает, у нас ни малейших идей, почему именно этот дом стал целью. И рядом с ним поблизости также никаких нет целей, подходящих под хоть какую-то логику воздушных ударов. Также был нанесен удар по американской компании Flex в Мукачево, в Закарпатье. Компания вроде как не связана с оборонкой. Производит электронику для таких компаний, как Google, Nike, Lenovo, Philips и Nespresso. И вот стоит напомнить, что одним из вариантов гарантии безопасности для Украины была работа американских компаний в Украине. Логика была такая, что Путин не станет наносить воздушные удары, опасаясь задеть американские компании. А вот тут напрямую именно в такую компанию и ударили. Уже и реакция Трампа есть на этот удар. И нет, это не реакция вида тогда я начну поставлять оружие Украине. Вся реакция заключается в фразе «я недоволен». Yesterday, a big U.S. factory was hit in a Russian airstrike in Ukraine. What's your reaction to that? I told him I'm not happy about it. Что касается главной темы последних 2 недель, а именно встречи Трампа то с Путиным, то с Зеленским, то с европейскими лидерами, то там даже толком нечего обсуждать. Комментируют, что вот эти предложили такой вариант, а эти другой, а Европа готова предоставить то, Америка вот это, не имеет никакого смысла. Я уверен, что все участники этого переговорного процесса, кроме разве что администрации Трампа, прекрасно понимают,
что никакого соглашения между Россией и Украиной подписано не будет. По крайней мере, в ближайшие месяцы. Есть принципиальный вопрос – территории. Где будет заканчиваться российский контроль и начинаться украинский? И пока ни одна из сторон не показывает готовность идти на какие-то компромиссы по этому вопросу. Все остальные вопросы, будь то размещение каких-то европейских войск, вступление в ЕС и НАТО, статус русского языка и прочее, все это можно порешать. Но нет смысла их обсуждать, пока по принципиальному вопросу нет точек соприкосновения. Для чего же тогда весь этот цирк со всеми этими встречами, переговорами, комментариями и предложениями? Для чего он делается? Делается он ровно для одного человека – Дональда Трампа. Потому что все понимают, что смысл не в том, чтобы прийти к соглашению о замораживании войны. Это сейчас невозможно. А прийти к одному из 3 вариантов развития событий. Итак, вариант первый. Трамп говорит, что Путин недоговороспособный. Он во всем виноват. Поэтому Америка окончательно все поняла. Вот в этой ситуации европейские лидеры будут дожимать американского президента, чтобы он перешел к следующему логичному шагу, а именно выделение масштабной военной помощи Украине, чтобы именно военным способом повлиять на Путина. Вариант второй. Трамп говорит, что Зеленский недоговороспособный, что именно он должен идти на более серьезные компромиссы. А раз он не идет, то теперь Украина будет давить на Украину, останавливая продажу оружия, останавливая передачу разведывательной информации и так далее. В этой ситуации европейские лидеры будут пытаться успокоить американского президента, показывать, насколько плох такой вариант действий, вернуть его к вопросу переговоров и поддержки Украины. Ну и третий вариант. Трамп говорит, что обе стороны не слушают его. Он попытался, у него не получилось, дальше разбирайтесь сами. Это европейские проблемы, мы в этом больше не участвуем. Вот ровно для того, чтобы ситуация пришла к одному из первых 2 вариантов, и делаются все встречи, переговоры, комментарии и предложения. Например, когда Великобритания и Франция заявляют, что они готовы разместить свой контингент в Украине после замораживания войны, они говорят это не для украинского общества, не для Зеленского, они говорят это исключительно для Трампа. Показывают ему, мы вот на что готовы. Аналогично и Кремль своими комментариями пытается показать Трампу, что вот, посмотри, мы идем на такие-то уступки. Мы сокращаем количество воздушных ударов. Мы не требуем всю Запорожскую и Херсонскую области. А это все Зеленский не идет навстречу. Возможно, однажды в будущем по принципиальному территориальному вопросу стороны и придут к какому-то взаимодействию и согласию. Но тогда уже и ситуация на фронте будет совершенно иной. А потому и нет смысла как-то всерьез сейчас обсуждать остальные вопросы, которые возникают в прессе. Будь то хоть там какие-нибудь перевыборы, ограничения на военную помощь и так далее. К слову, к тому моменту ситуация и для России может быть не такой уж и благоприятной. И я говорю даже не про экономические вопросы. На днях было исследование издания «Важные истории», которые изучили данные по расходам средств федерального бюджета России за 2-й квартал этого года. Там есть графа по расходам на выплату федеральных премий за подписание контракта с Минобороны России. А поскольку она одна по всей России, но она же федеральная, то можно простой операцией деления понять, сколько человек подписали контракт. Такую методику исследования «Важная история» применяет уже давно. И как минимум раньше она работала нормально. Но вот сейчас за 2-й квартал получилось, будто бы набор людей резко упал. Причем очень сильно упал. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то аж в 2,5 раза получается меньше. То есть до 2-го квартала Россия набирала по 30 тысяч человек в месяц. А тут выходит, что за весь 2-й квартал, то есть за 3 месяца, Россия набрала столько же. По идее, мы с вами находимся уже в 3-м квартале. И я считаю, что к текущему моменту это уже должно было быть заметно. Но мы пока что никаких изменений по фронту, которые говорили бы о таком провале в наборе людей, не видим. Аналогично Янис Клюге, который тоже давно ведет свой анализ по набору людей в российскую армию, не видит признаков этого. Он использует другую методику, а именно анализирует региональные бюджеты, а не федеральные. Возможно, это какая-то махинация с отчетом по федеральному бюджету. Может, что-то поменяли в формате отчетов по выплатам, начали их проводить по каким-то другим графам, и поэтому мы видим такие странные цифры. Не знаю. Полагаться только на один источник я бы пока не стал. Если же ситуация в дальнейшем подтвердится, то и преимущество России в личном составе постепенно исчезнет. И вот уж тогда ситуация точно будет тупиковой. И вот поэтому она может стать в будущем не в пользу России. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через неделю. До встречи и пока.